3 месяца назад мы оставили нашего ГГ с доброй мордой отдыхать в Турции. Добро пожаловать в продолжение нашего путешествия, которое начиналось как дорога из Дубая в Исландию. Но в какой-то момент стало уже не так важно, куда именно ведет эта дорога. Иногда в путешествии камера выключена. Иногда просто едешь, потому что нечего говорить, нечего показывать. Так у меня прошли 2 дня. А сегодня утром я проснулся в этом прелестном отельчике. В 25 километров он от города Аксарай, у подножия горы Хасан-Даги. И что-то мне захотелось включить GoPro-шку. Вот я сейчас завтракаю и планирую дальше свой маршрут. Мне нужно ГГшку через 4 дня обязательно вывезти из Турции. Я, честно говоря, даже не знаю, буду я выкладывать этот видос в YouTube или нет, потому что мыслей нету. Я сейчас просто еду прямо в направлении цель Тбилиси. О чем говорить, что показывать, не знаю. То есть у меня сейчас осталось 1300 километров, а 4 дня, лучше 3. Поэтому я буду только жать. Ну вот, я камеру включил и что-то наговорил. А там посмотрим. Sağlam. Ha? Var yardım. English. Yardım. English only. Hadi kolay gelsin. Okay. Var mı? Dur lan aha. Biz Türk yemek. Thank you. Araba çok götürüyor seni. Teşekkürler. Afiyet olsun. Неожиданно у меня образовался обед, можно сказать, 12:30. Остановилась машина. Угостили меня. Это не гёзлеми, это что-то другое. Я забыл, как называется, как он сказал. Такая слойка с мясом и зеленью. Так что перекушу. И на сегодня готово у меня. Тогда с едой. Мне целую эту дали. Такой длины. Если ее сложить, эти разрезанные кусочки. В жизни случаются обстоятельства, на которые ты не можешь повлиять. Изначально мы планировали поездку с востока на запад, из Дубая в Исландию. И во второй фазе, вот в этой фазе, мы должны были
забрать ГГшку из Турции и уже колесить по Европе. Туда, в направлении Исландии. Но жизнь несла свои коррективы, так как не получилось добыть шенгенскую визу, мы развернулись и поехали на восток, в незапланированную Грузию, потому что ГГшку по-любому нужно вывозить из Турции. У него разрешение находиться в Турции ограниченное время. Потом снова жизнь несла свои коррективы. Сломанная нога. И наши планы, запланированные на поездку по Турции с запада на восток, тоже потерпели изменения. Изначально мы ехали вдвоем, сейчас я еду один. Изначально мы хотели по плану ехать в Европу, потом по Турции, по запланированным точкам. А сейчас я просто колесю, и мне вот на часах осталось 1115 километров. Нужно домчать до Грузии. Дзен-буддист скажет, что цели в жизни не нужны. Нужен только путь, нужна только дорога. Но мне это не до конца резонирует, этот подход. Мне кажется, дорога с целью, она более осмысленная. Это как вершина горы, на которую альпинист совершает восхождение. Восхождение не на вершине. Восхождение на склонах этой горы, которые ведут к вершине. Моя цель 1100 километров в текущем путешествии. Но в течение дня у меня цели нету. Я просто еду. А куда доеду, там и заночую. Внешние обстоятельства установили мне эту границу. 4 дня в эти 1300 километров, оставшиеся 1100. Сегодня хочу остановиться в отельчике. Вот выбираю. Нашел тут прям по дороге, километров 150 до него осталось ехать. Хорошие отзывы. И прям по дороге. Я думаю, сейчас его попробую забукать, но что-то у меня не букается. Может быть, с интернетом что-то. Буду ночевать там. Если что, без буквания прям поеду. Там, надеюсь, запустят. Надеюсь, комнаты есть. Все. Поеду вот в этот Гулистан. Вот. Ветер такой, порывы, аж чуть байк не опрокинулся. Прям такие гасты хорошие.
Гулистан отель. 150 километров. Нужно распланироваться так, чтобы границы наносили минимальный дискомфорт. То есть даже в границах можно чувствовать себя свободным. И это самый простой пример, когда у тебя границы путешествий временные, что очень часто бывает отпуск, или границы расстояния, которые тебе нужно преодолеть, или за которые ты не можешь выйти. Это самый простой пример. В жизни у людей бывают намного более сложные ситуации, намного более серьезные границы. Я сегодня хотел вот у этого озера остановиться с палаточкой. Но что-то такой ветер, я замучаюсь палатку ставить, поэтому продолжаю путь в этот Гюстав, или как там его отель. Ветер по-прежнему дует, не раздуло его, поэтому не буду мучиться с палаточкой, поеду в отельчик. То, как ты реагируешь на то, что происходит, полностью под твоим контролем. Сам по себе момент, само по себе обстоятельство не может быть хорошим или плохим. Твоя реакция на это событие может быть или хорошей, или плохой. Я думаю вообще, что хороший или плохой — это характеристика не субъекта, не события. Это характеристика поведения человека, которое, кстати, уникально и присуще только человеку. Ветер стих. 26 градусов КГшка показывает. Полдесятого. Продолжаю путь в Грузию. Мой навигатор пишет, что осталось 960 километров до Тбилиси. Я пока не решил сегодня ехать до самой границы или еще раз заночевать здесь, на стороне Турции. Посмотрю по времени, когда я буду подъезжать ближе к границе, и там решу. В Турции
Олешечка достиг 20 тысяч километров. 10-тысячный юбилей был в Омане. Посмотрим, где будет 25-тысячный Чекушка. И 30-тысячный, да, ГГшка. Я помню, у нас так раньше дороги ремонтировали. Смолы нальют, щебня насыпят, а потом машины ездят, прикладывают. И вот такие знаки тоже стояли, что из-под колес летит, стекла выбивает. У нас вроде бы от этой практики отказались. Что-то давно я такое не видел. А здесь еще практикуют. Очень часто встречаются. Здесь вообще дороги, особенно там на юге, в районе Анталии, под летним солнцем плавятся. И вот так они их чинят, расплавятся, еще подольют смолы, насыпят и готово. В России проблема зима, снег, то, что асфальт вместе с снегом сходит. А здесь проблема лето, солнышко, асфальт испаряется вместе. Дорога испаряется под летним солнцем. В Турции очень много дорог строится или ремонтируется. Очень часто. Где-то что-то перекрыто, где-то движение совмещено на одну дорогу. Видимо, какая-то государственная программа. Вот эта дорожка Д-050. Хорошая такая. Маленькая, уютная, пустая. Практически не встречаются машинки. Редко. Она мне напоминает дорогу, как мы ехали во Вьетнаме после дедушки Хошимина. Там тоже была такая петляющая дорожка меж деревенек маленьких. И тоже, кстати, после серпантина. То есть такая дорожка чиллаут после серпантина. Едет, петляет. Но здесь тоже встречаются машины с европейскими номерами на этой дорожке. Немцы. НЛ. НЛ это, наверное, у нас Нидерланды. Наверное, не в Грузию тоже. Или из Грузии по этой дорожке ездят. Деревенька уютненькая. Потом опять километра 2-3 пробега. И снова небольшая деревенька, как хутор.
Опять температурка 35 градусов. По-моему, 37 тоже было. Сейчас без 10:03. Наверное, самые жаркие часы, будем так считать. Дальше будет падать температура. Вот так вот здесь в Турции очень часто встречается колонка с водой. И в такую жаркую погоду прям она может быть очень кстати, чтобы умыться, освежиться. Я не знаю, насколько она питьевая. Но вот умыться, освежиться, я думаю, очень стоящая штука. Опять полезли в горку небольшую. Даже такой небольшой серпантинчик. Петляющие дорожки. Одна, вторая. Низинка такая зеленая, а горы желтые. Ранней весной здесь, наверное, прям альпийские луга из этих гор. Тоже, скорее всего, они зеленые. Сейчас уже трава пожухла. Красиво. Однако вот тут сейчас у меня начнутся длиннючие туннели. Я вот думаю, мне сейчас встать с палаткой или проехать туннели и там дальше разберусь. Вот, допустим, до Арбахана доехать до города. Тут прям огромные туннели. Я попробую записать таймлапс в этих туннелях. Не знаю, там есть свет или нет. Еще тут перед туннелем обычно пишет, какой он длинный. Я тоже посмотрю. Скажу. Ну, пока там прям вот длиннючий, за воротами, поворотами, каскад тоннелей. То есть тоннель, мост, тоннель, мост, тоннель, мост. Наверное, я поеду, потому что сейчас только еще 6 нет. 26. Температура здесь внизу 39. Здесь, благо, вот маленький ручеек есть. Можно попробовать по вот этой гравийной дороге куда-нибудь подальше, там какой-то поселок есть. Или туда. Я, наверное, поеду. Помчу. А там дальше по обстановке. Может быть, даже там лапс запишу. Первый тоннель 166 метров. Второй тоннель 2859. Третий 2868 метров. Четвертый сразу же заезжаем. 3829. Тишина. Эхо. Кто-то где-то едет, как метро звук. Приближающийся шум.
Известно. Границы стран — это довольно искусственное образование с точки зрения матушки Земли. А все равно, как сильно зачастую видны изменения после пересечения границы. Я даже не говорю про инфраструктуру, там дороги и прочее, это само собой. Про природу. В Турции уже поближе к границе, на последние километры, вот тоже пошли уже елочки. Даже видел несколько берез. А вот здесь, смотри, совсем уже зеленые прям холмы полностью до горизонта. Елочки, он слева, справа от дороги. Дышится другой страной. Это дыхание Грузии. Границу Турция, Грузия прям мне понравилось. Тихая, уютная. Там кроме меня еще 3 байкера было, вот 5 человек. И дальнобои, много дальнобоев, но они параллельно проходят. Турция прошел быстро, Грузию прошел подольше. Но там что-то тетенька не спешила, со мной разговаривала. Кто я, откуда и куда, почему. Но зато в отличие от тех 3 байкеров, уже прям перед выпуском в Грузию меня совсем не шмонали. Подошел погранец, молодец. Спросил тоже, кто я, откуда и куда. Говорит, почему я путешествую один. Надо же, говорит, путешествовать в компании. Ты, говорит, одинокий волк, что ли? Я говорю, нет. Я одинокий байкер. Он говорит, ну езжай, байкер. Я первый раз в Грузии. И удивительно, что заехал я в Грузию со стороны Турции. Да и КГшечка тоже первый раз в Грузии. Он здесь никогда не бывал. Ты еще не колесил по этим дорогам. Сейчас мы движемся в направлении Тбилиси. И первая задача у нас прописать ГГшечку. Точно так же, как ГГшечка жил какое-то время в ожидании, пока я вернусь в Турцию, в Измире. КГшечка останется в Тбилиси, в гостеприимном, как говорят, но мы проверим. А я временно уеду в Дубай. Ну а потом мы обязательно продолжим наше прекрасное путешествие. Может быть, даже снова втроем. Я очень на это надеюсь.